Я приветствую вас, дорогие друзья, уважаемые гости и подписчики моего канала. Спартак Суббота на связи прямо сейчас, в среду. Спартак, здравствуйте. Здравствуйте, здравствуйте, Александр, здравствуйте, аудитория. Очень рад вас видеть, и тем более, знаете, есть что обсудить. Причем на фоне такого тотального ужаса кажется, что всегда есть место празднику. Сегодня инициированный или как учрежденный Зеленским День государственности отмечают гости в столице. О гостях, о встрече сейчас обсудим, конечно же. Сам он побывал на дне взятия Бастилии, в общем-то, так сказать, с корабля сразу на бал. Как вы оцениваете происходящее именно вокруг Зеленского? Почему я задаю этот вопрос и с него начинаю? Потому что, кажется, есть очень такая простая уловка, ну такая житейская. Там старое вино в новые меха, есть такая поговорка, да, но уловка заключается в том, чтобы условно перетасовать колоды. И вот смотрите, уже видите, как обновление, запрос общества удовлетворен, вот тебе Кабмин, вот тебе еще что-то, вот тебе, пожалуйста, там мы боремся, но на земле ничего не меняется, а картинка перед глазами украинцев, ну так, пожалуйста, каждый божий день, там, каждую неделю что-то мы как бы потребляем от него нового. Как вы оцениваете прочность Зеленского на фоне перманентного шоу? Я бы сказал, Александр, что ничего нового не происходит. Я вам скажу более того, происходит стандартная схема. Каждый раз, когда влетают, скажем, в какую-то проблему нашей власти, им необходимо создать иллюзию того, что происходит замена. Это нормальное явление, этим занимаются многие власти, не только в Украине. Почему? Потому что смещение фокуса внимания с раздражителя, который является непосредственно угрожающим сознанию общества, общественной позиции, необходимо для того, чтобы впоследствии люди могли принять предыдущий элемент как ошибку и двигаться дальше. В целом идея неплохая, я понимаю, для чего власти это делают. Есть только один нюанс. Это неплохая идея для властей, это не хорошая идея для людей. Для людей это не улучшает качество жизни. Проблема также кроется в тех, кого назначают. Если мы будем смотреть более глубоко, детально оценивать, что это за персонажи, мы заметим тенденцию, что назначают людей, которых заметили уже ранее, у которых есть некие успехи в коррупционных схемах, у людей, которые ранее имели либо судимости, либо у них был запрет, либо они получали какие-то судебные иски. То есть получается так, что нет ни одного чистого белого лица. В США, например, человек, который имеет подобные проблемы, но он просто лишен возможности войти в Сенат. Ну, то есть у него шансов просто никаких. У нас как будто бы это обязательный атрибут. Если не судим, ты не можешь быть политиком. Это создает у меня такое ощущение, знаете, как будто вороватая власть постоянно стремится к поиску людей все хуже и хуже и хуже. И вот когда находят человека, вот вроде нового ставленника, который будет в кабинете министров, вот вроде когда ставят вот такого человека, который, он вроде и имел проблемы с законом, ну не сильные, вроде бы раньше и как-то был замечен за воровством или покупкой каких-то вещей, которые юридически как бы приобрести не мог, но вроде и уже срок закончился, когда можно ему заниматься официально этими делами. То есть создается иллюзия того, что мы как будто бы, знаете, нормализуем экономические преступления или преступления против экономики в целом в государстве. Мы используем это как один из факторов мерила эффективности представителя власти. То есть для нас теперь необходимо, чтобы человек обязательно имел какое-то отношение к преступной деятельности в экономическом плане. Однако честно скажу вам, вот, Александр, положа руку на сердце, я не думаю, что вообще что изменит в худшую сторону. Почему? Потому что для того, чтобы изменилось в худшую сторону, должно быть хоть какое-то поле для хуже. А какое поле для хуже? Не, Ну ну вот что подождите, может быть? всегда думается, что достигли дна, но потом пробили. Значит, о чем мы так витиевато размышляем? Сегодня впервые встретились слуги народа с Корецким. Его прочат на позицию Свериденко. Фотография первая просто
просто, ну, я не знаю, как это символ того, что происходит. Арахами сидит задумчиво, смотрит в пол, в потолок, в стену. Он думает вообще о своем. Он отбывает номер, это видно. Распинается Корецкий. Фотография максимально неудачная. Рядышком там, видите, другие товарищи, кто за голову взялся. Короче, просто какой-то цирк. Причем интересно, что заявил Корецкий на встрече со слугами, что планирует сосредоточить основное внимание на том, как пережить зиму. Говорит, что следующая зима будет не лучше, чем предыдущая. Отмечает полную всестороннюю поддержку Министерства обороны. Максимально странное заявление на 5-м году войны. Максимально странное. Планирует заниматься вопросами психического и ментального здоровья украинцев. Ну, это по вашей части. То есть, вот какого, собственно, нового героя получает Украина. Особенно последний пункт меня интересует. Как прокомментируете? Ну, психическое здоровье – это очень важно, вопросов никаких нет. Я, в принципе, эту бы инициативу поддерживал, просто у меня вопрос, как он собирается это делать. Скажу, скажем так, со всей серьезностью, что нет того пула специалистов, которые могут помочь сейчас в Украине с психическим здоровьем. Большая часть коллег, например, давайте так, все коллеги, с которыми мы занимались либо какими-то исследованиями, либо мы работали, ездили на какие-то конгрессы, конференции психиатрические, все, кто имел хоть какое-то отношение к инициативам, реальным инициативам по изменению ситуации в поле психического здоровья, этих людей сейчас в Украине нет. Кем они будут это заменять, я пока не понимаю. Потому что большая часть из них уехала, кто-то преподает в Британии, кто-то, как я, учится там, кто-то живет в Германии, ведет частную практику, кто-то homологировал свой диплом, переехал жить в Испанию, в Италию. То есть я не понимаю, какими силами они собираются это делать. Во-вторых, какое психическое здоровье, если у людей даже нет базовых потребностей. Для того, чтобы психическим здоровьем заниматься, необходимо, чтобы были удовлетворены базовые потребности. Это ни для кого не секрет, чтобы удовлетворять потребности по ментальной части, нужно, чтобы у человека хотя бы было что кушать, чтобы он мог хотя бы воспринимать информацию по ментальной части. У нас проблема сейчас со многими факторами. В первую очередь проблема с экономическим фактором. Я даже не буду говорить про тепло, про электроэнергию, я просто скажу про экономический фактор, потому что сейчас почему-то, кстати, об этом в новостях вы, наверное, и сами не особо об этом говорили и не часто слышали. Не обращать внимания на минимальную заработную плату, не обращать внимания на пенсию. Там, когда пенсия составляет 60 евро или, там, допустим, 80 евро. Ну, как это, что можно с этим сделать? Какое психическое здоровье, если у нас нет возможности обеспечить качественное питанием? Вообще, это просто, знаете, нонсенс. Это такое ощущение, как будто бы... Для меня это выглядит так. Очень бедная семья, которая живет в коммунальной квартире, они принимают решение купить iPhone. И это очень для них сейчас важно. Без iPhone они не смогут никак жить. Вот это и сейчас тоже психическое здоровье украинцев. Каких украинцев? Тех людоловов из ТЦК. И их считают украинцами. Или там военных, которые на самом деле военными-то по сути своей не являются. Какие-то, скажем так, ставленники для того, чтобы говорящие головы. Мы уже помним эти 1000 голов. То есть я не вижу последовательности в этих решениях, и когда они говорят о том, что нам необходимо заботиться о психическом здоровье, чтобы о нем заботиться, оно должно хотя бы, во-первых, присутствовать, во-вторых, должны быть специалисты, которые в этом разбираются. Кстати, Александр, стоит сказать, Израиль и Британия дали очень хорошие протоколы по работе с психическим здоровьем. Проблема в том, что их некому интегрировать. Те, кто мог бы, они живут за границей. Большинство преподавателей даже сейчас просто за границей находятся и преподают формально онлайн, но по факту они вообще даже не присутствуют на парах. Вы можете ответить на вопрос, а нахрена новый премьер сейчас в Украине? Ну, смотрите, сегодня же этот праздник, да, учрежденный Зеленским, День государственности, и там он награждает Свириденко, Шмыгаля орденом Ярослава Мудрого 5-й степени. Ну, как бы, молодцы они, да, но зачем Зеленский всех перетасовал? Это для того, чтобы психическим здоровьем заниматься? Нет, позвольте. Каждый день умирают люди. Каждый день. Суммы. Прилетели кабы, там 3 человека, 4 человека, 2 человека, 1 человек, 1. Когда
15-25, ну все, траур объявляем, понимаете? И в этот момент нам приходят и говорят, смотрите, будет новый премьер, будут новые вызовы. Он говорит, мы поддерживаем Министерство обороны и занимаемся психическим здоровьем. Это каким? Ну, то есть, я абсолютно не могу понять целеполагание. Конкретно Зеленского, с которого мы начинали. Замена премьера необходима по одной простой причине. Старый премьер, эта дамочка была замешана в некоторых коррупционных схемах. И замена, смотрите, очень просто. Замена человека в правительстве необходима для того, чтобы смещать фокус внимания. И ставят, вот зачем тогда меняют на Федорова человека. Потом сейчас Федорова будут снимать. Для чего это делается? Это делается для того, чтобы потом не найти концы. Чтобы всегда виноватыми оставались в итоге военные. Потому что военные, смотрите, единственные, кто не могут меняться, чисто военные. Военные остаются на тех позициях, на которых их поставили. У них нет ни демобилизации, ни смены управляющего аппарата. В полной мере меняются только некоторые люди. Потому Зеленскому необходимо, чтобы впоследствии кто-то остался виноват. Ну кто? Ну, сделать виноватым Шмыгаля нельзя ни в коем случае. Сделать виноватым человека из военно-промышленного комплекса нельзя. Можно уволить, поменять и так далее, посадить нельзя. А вот военных потом будут сажать. Сейчас, правда, эти военные не могут понять, что происходит. Они же воюют, они на фронте. Я не говорю про тех типов военных, как я уже сказал, которые просто рассказывают о том, как нужно относиться к мирным гражданам. Там какой-то комментарий какого-то сержанта был, по-моему, да, по поводу того, что мирные вообще не заслуживают жизни. Я так и не понял, кто это, но там человек говорит о том, я как представлю, что может быть мирная жизнь, говорит, я живу в ужасе. Ну, какой-то идиот клинический. Тут уже психическое здоровье не поможет, потому что тут для того, Корецкий чтобы... пускай поможет этому человеку, да. Новый целый премьер-министр. Я не понимаю, зачем. Честно, вот вы задали вопрос, вот искренне, я понимаю механизм, но понимаю, что замена одного лица на другое смещает фокус внимания, но я не понимаю целеполагания. Не, ну понятно, что это там человек из семьи, человек Миндича, человек, который пилил наследие Коломойского, успешно пилил, ну, в смысле, как бы управлял, да, вот отжатыми у Коломойского активами в свое время. По поводу самого Зеленского. Вчера в параде ко дню взятия Бастилии принимали участие и прошли украинские военные, вот те, которых вы вспоминали. Значит, и Зеленский сам был. Ну, там, выцеловывал Макрон его, жена Макрона, вот эти вот стульчики. Но многие обратили внимание на очень интересный эпизод. Значит, ну, это вот с трансляцией непосредственно. То есть, ну, долго сидят, понятно, солнце это светит, водички захотел попить. Открыл бутылочку и, собственно, давай отрывать крышечку. И вот, смотрите, да, все, очень таким насупленным видом, все как положено. Ну, серьезно пьет воду. Ну, понятно, там шутки, там сушняк и так далее. Дело не в этом. Все увидели, что он оторвал эту крышечку. В Европе крышечка специально приделана к горлышку, чтобы, в общем-то, не засорять планету. Но он это сделал, так сказать, видите, как, ну, так, по-своему, да. И все говорят, подожди, ну ты же в Европейский Союз стремишься. Ты же, ну, то есть, смотрите, банальная, мелочная нелепица. Но и она его не обошла на вот этом мероприятии Дня взятия Бастилии и на вот этих встречах. Ну, то есть абсолютно непонятно было наличие Зеленского на этом мероприятии. А вот эта крышечка, это стал символ, да, вот, собственно, непосредственно его понимания, знания, поведения и его уровня, что ли. Как бы вы прокомментировали этот эпизод? Ну, у нас сегодня там череда мероприятий в Украине, да, но это, видите, как все же еще со вчерашнего дня, так сказать, Зеленского фестивалит. Да, знаете, Александр, дьявол кроется в деталях, и в ситуации с Зеленским мы просто понимаем, что нам до той Европы так далеко, и проблема не в том, что с нами, с украинцами что-то не так. Проблема с властями, на которые мы никак не можем повлиять. У меня вчера в закрытом телеграм-канале, у нас там есть, ну, у нас есть сообщество небольшое, как и у всех, и у вас есть сообщество закрытого типа. И у нас была тема обсуждения вигиланства. Что такое вигиланство? Это как самосуд, если власти не способны, ну, скажем, соблюдать закон.
И мы пришли к выводу, что в государстве нашем, в Украине, вигиланство по своей сути существовать не может, потому что у нас нет закона. То есть закон не функционирует. Для того, чтобы вигиланство было, чтобы человек мог заниматься, ну, был таким мстителем, необходимо, чтобы закон ему отказал. А у нас закон не существует. Мы не способны ни один институт реализовать. О какой крышечке мы говорим? Вы что, крышечка это пик человеческого понимания. Понимаете? Мы не можем на базовом уровне организоваться. Мы снова возвращаемся к тому вопросу, о котором говорили, когда про замену примера. Понимаете? То есть мы не способны решать базовые задачи. Мы не способны это делать. У нас нет ни нормальной экономической структуры сейчас. У нас разрушена была энергетическая структура, которая, кстати, в Украине была построена при Советском Союзе. Это тоже нужно учитывать. Мы ничего нового не сделали. У нас разрушена связь с общественностью. Люди почему-то недооценивают связь с общественностью. Это очень важный элемент. Это коммуникационный элемент, который позволяет людям жить качественную жизнь в рамках общения с государством. У нас нету этого. У нас нарушена коммуникация, и мы сепарированы от другой части населения, от военных. А это, между прочим, тоже очень важно. Военные считают, многие, давайте не все, многие военные считают мирных граждан врагами. Понимаете? То есть для них это сейчас враги. У нас ситуация такая, что мы, не шибко-то в хороших условиях. И мы не можем решить это. Тут мы рассматриваем способность человека быть европейцем в деталях. Это невозможно. Нам до Европы еще очень далеко по многим-многим параметрам. Многие украинцы очень хорошо европезировались, но сама Украина к Европе никогда не доковыляет. У нас нет такого потенциала. И, кстати, чем дальше длится война, которую давно пора уже заканчивать, Александр, по моему мнению, чем дальше длится война, тем дальше мы от Европы. И знаете, что интересно? Вот тут такой позиция. Чем дальше война, тем дальше Европа от России, и дальше Украина от Европы. То есть мы движемся все в одном направлении. Мы движемся к России? Нет, кстати, вот во многих моментах, увы, ох и ахи, во многих моментах, к счастью, мы не движемся к России, потому что, опять-таки, я считаю, что почти во всех государствах есть положительные и отрицательные элементы. Когда все говорят, что Россия это, у нас популярно в Украине, сколько украинцев популярно в Украине, говорят, что Россия это хтонь, это какие-то болота или еще что-то. И несмотря на это, у них все равно не отлавливают людей на улице. То есть у них есть элементы правового поля. В Британии в день 33 человека садится в тюрьмы за пост в интернете. В России один, если там, допустим, в течение нескольких месяцев будет судим, я не говорю сядет, просто будет судим, мы уже с этого смеемся, говорим, какой кошмар. А теперь вернемся к Украине. Что происходит у нас? Человек пишет какой-то пост, просто пост, его просто его избивают и принуждают извиняться, говорить какие-то странные вещи. Потому у нас наше государство не правовое, оно не способно быть правовым. Когда мы не можем построить основные институты, институт морального какого-то главенствующего элемента построен быть не может, тем более, а вот эти детали выкинуть бумажку в мусорник, крышечку там не оторвать, пропустить вперед человека, сказать доброе утро, спасибо. Это что-то на уровне, Александр, сильно выше, чем то, что мы можем себе сейчас позволить. Нам бы сейчас позволить себе зимой, конечно, теплую воду. Вот это вот меня больше беспокоит. Потому что вот этот вот новый пример, он вроде как говорит. Знаете, мне нравится, как он заходит. Кстати, обратите внимание. Вот просто посмотрим. Его заход. Планирует сосредоточить свое основное внимание на том, как пережить зиму. Он предполагает, что следующая зима будет не легче предыдущей. Это что за подход такой? Я приду к власти, ребята, давайте подумаем, как мы переживем зиму. То есть не как мы организуемся для того, чтобы качественно прожить зиму. Переживем зиму. Мы нанимаем политиков для того, чтобы пережить. Ну да, и занимались нашим психическим здоровьем. Вот это самое Очень интересное. важно, обязательно, конечно, Александр, когда там от психического здоровья осталась одна нервная клетка, которая даже не знает, куда и двигаться. Мне кажется, что система внутриукраинская, она разлагается. Разлагается в персоналиях. Вот сегодня, да, элементарные, скажем так, кадры, да, то есть вроде как, я думаю, ничего нового. Мы эти кадры видели постоянно, каждый раз, но сегодня я вот глаз зацепился, очень серьезно зацепился на встречу гостей
Украины, которые сегодня вот в День государственности прибывают к Зеленскому на мероприятие, ну, как всегда. Значит, почему зацепился? Давайте посмотрим и вот разберем. Значит, вот Урсула. Урсула пришла, все как положено. Смотрите, ну вроде ничего необычного, руки жмут, дарят цветочки. Вот приехала Санду, тоже. Цветочки как бы немножко поярче будут, чем для Урсулы, но это как бы деталь, которая бросается в глаза, но я не поэтому, вот честно, не поэтому я с вами хочу разобрать этот эпизод. Дальше движение, ну вот пошла Санду и, в общем, на таком внедорожнике, да, там в таком джипике и садят, и, внимание, то есть мы видим на боковом стекле наклеенный флаг Молдовы. Это прямо тоже очень интересная деталь, которую сейчас я хочу обсудить с вами, да, то есть вот ее, понятно, усаживают, все, вот приезжает вот этот странный руководитель. Я вот честно, давайте все-таки я открою, да, завесу таинственности, что, вот почему я этому видео очень удивлен и шокирован. Понятно, что там есть, это представитель там службы протокола, он встречает лидера государства, он ему так жмет руку всем с такой потужностью, он так вот это трясет этой рукой, понимаете? А этого румына так вообще и сверху положил руку, встретил, называется, понимаете? Ну, он, все ручкаются, вот Вучич приехал, ну, Вучич уже говорит, я вообще не отпускает этого Вучича. Ну, там другие гости, точно так же. Вот этот представитель, я так понимаю, МИДа, там, офиса президента, который там встречает по протоколу, ну, он прям, видно, что из штанов выпрыгивает, так хватает товарища. Ну, а товарищей всех. Ну, а вот этот момент по поводу наклеенного флажка на стекле, ну, елки-палки, это какой-то КВН. Ну, это какая-то самодеятельность. Приезжает лидер государства, его должны встречать на нормального бизнес-класса автомобиле с протокольным, это лидеры страны, между прочим, с протокольным флагом. Они там в разном исполнении есть, и раньше было модно просто такой флажок, да, сейчас такие более-менее как бы ламинированные, как это называют. То есть есть определенный порядок и протокол встречи. Вот вы говорите крышечка, вот вы говорите там, да, вот какая крышечка. Вот, пожалуйста, приезжают руководители стран. Какой-то умалишенный трясет их за руки, сажают в машины, внедорожники с приклеенным флагом картонным на стекле. Понимаете? То есть, мне кажется, это все превращается в какое-то лютое убожество. Вот это наша дипломатия. Как прокомментируете этот момент? Понимаете, набор кадров, я бы это так назвал, я бы не назвал это каким-то, ну, осмысленным видеорядом. Набор этих кадров демонстрирует неспособность нашей власти гордиться тем, что должно быть у нас в приоритете. У нас в приоритете должна быть гордость за нашу власть. Нам необходимо создавать поле контакта с другими властями для того, чтобы демонстрировать собственную легитимность. Одна из важнейших черт силы власти – это ее легитимность. И смотрите, внимание, я сейчас даже не говорю про то, там, Зеленский легитимен или нелегитимен. Я не об этом. Я о том, как люди воспринимают власть. Люди в нее не верят. Нам необходимо поддерживать собственную легитимность за счет легитимности властей за бугра. То есть смотрите, если представители там, Европарламента, Евросоюза жмут вам руку и видят, что вы как бы существуете, что вы не привидение, это автоматически для многих людей является подтверждением того, что мы вхожи, мы молодцы, у нас все есть. Мы как бы живем, мы существуем. И это держится только на том, что наши люди не совсем понимают значимость европейских политиков, которые себя тоже в подавляющем большинстве немного чего представляют, которые меняются так. Ну, типа в Британии сколько там, 6 министров поменялось за время полномасштабки, 6 или 7. То есть не все люди понимают, как реально устроена политическая структура. И знаете, что досадно? Досадно то, что одно из двух. Либо украинские власти тоже не понимают, как это все устроено, либо настолько держат за тупых скотов людей, что думают, что их можно вот так вот, знаете, обманывать. Кстати, тут даже непонятно, что хуже, то, что они сами не понимают, или то, что держат за скот
людей. Потому что демонстрация коммуникации, внимание, демонстрация коммуникации с другими властями, которых мы считаем ошибки легитимными, не делает легитимными нашу власть. От того, что человек, который не является художником, просто любит смотреть картины и продает картины чужие, пожмет руку так кому угодно, любо кто, хоть Ван Гог, хоть да Винчи. От этого он художником не становится. Понимаете? Он не входит сразу в число художников. А у нас мнение какое? У нас представление следующее, что если я там какие-то цветы кому-то подарю, с кем-то буду взаимодействовать, с кем-то лучше, с кем-то хуже, вот кто-то сегодня более легитимный, я подарю ему больше букет. Кто-то чуть менее легитимный, там, букетик чуть меньше там, буду дарить. И понимаете, коробку конфет Киев вечерний обязательно. И вот если начинаешь вот эти вот делать это движение, создается иллюзия того, что они понимают вот эту большую игру, игру в легитимность. Это, знаете, как есть произведение абсолютно идиотское «Игра в бисер». Вот это игра в легитимность. Я на это все смотрю и думаю, ну, какова вероятность того, что люди в конце концов поймут значимость института власти. Вот в какой момент я в это должен поверить? Не поверю, потому что у нас люди не понимают, что такое власть, как она должна выглядеть. Тоже фон дер Ляйен в Европе с ней не шибко-то считаются, ну, то есть, типа, отдельные власти. Например, Кароль Навроцкий к ней относится скептически. А это легитимная власть. В Италии к ней относятся скептически и не всегда даже жмут руку. А там власть легитимная. Почему такой позор? Ну вот смотрите, как это, выдохся Зеленский? Ну, выдохся. Вынюхся. Я бы даже сказал вынюхня. Вынюхся. Вынюхнулся, да. Понимаете, в чем дело? Ну, давайте откровенно. Вроде бы как там за медийку, это же вот завсегдаты они такие, да, то есть там, ну, сделайте красиво. Вы же, ну, прости господи, вы же у них деньги берете. Вы эту Урсулу зачем притащили в Киев сейчас? Нет, не только потому, что 48 часов объявили, помните, очередные, что будет удар массированный, не в качестве ПВО. Ну, сделайте, ну, у вас лидеры государств приезжают с этим вокзалом, понимаете, ну, понятное дело, военное положение. Ну, зачем трясти руку, лепить вот этот какой-то непонятный флажок в файлике, да, ну, то есть абсолютно визуально какое-то позорище. Ну, то есть это иссякание эстетства, протокола. Ну, мы с вами больше сейчас опираемся непосредственно на протокол, на Министерство иностранных дел, которое перестало вообще таковым быть. Я вот до сих пор не могу понять. Помните, неделю назад где-то Сибига говорит, мы Путину передали какой-то там план реального завершения войны. Типа, ты проиграл, Путин, давай реально завершать войну. Ну хорошо, ну а людям рассказать нельзя? Ну как бы, что вы передали Путину? Вот этим людям, которые страдают, вот этим людям, которые сейчас испытывают, ну которые мрут по 1, 2, 3, 4 человека, это когда нет каких-то массированных обстрелов. То есть но зато мы очень классно трясем руки на вокзале, понимаете? Это иссякание понимания вообще природы власти как таковой. Да, то, о чем я говорил. Принцип легитимности, Александр. И у нас нет этого понимания. Знаете, власть бывает разная. Власть бывает хорошая, бывает плохая. Власть бывает справедливая или нет, сильная или импотентная, но она, если она нелегитимная. И у нас, еще раз, у нас люди не совсем понимают, что значит легитимность. Люди думают, что легитимность, как в науке, валидность, ну типа соответствие. Нет, легитимная власть – это власть организованная, власть, имеющая отношение непосредственно к сути управления государством. У нас этого нет. Да и люди не могут на это никак повлиять. Устраивается цирк, и он, кстати, будет продолжаться так долго, как у нас будет проблема с властями. Я думаю, это не изменится до выборов. И вот скажите мне, вот вопрос к вам, Александр. Как вы считаете, выборы будут в ближайшее время? И если будут, Зеленский выиграет эти выборы или нет? Ну, зависит Вот от Путина.
Как? Как это зависит от Путина? Зависит от Путина. Будет ли пауза и передышка на фронте или не будет. Вот и все. Ну, то есть мы сейчас, как вы понимаете, все такие очень грамотные, такие классные аналитики, расклады геополитические дают, еще что-то. Все зависит от Путина. Ну, вот конкретно. А мы к этому и пришли. Мы тут рассказываем о том, что вот, все это от Путина зависит. И это надо признавать, стоя в полный рост. Если российская сторона посчитает, а это есть такие расклады и вычисления, не только те вычисления, о которых там рассказывают нам по марафону, что Россия уже слабая, в общем, все истощилось, всю перебили, все растерзали и так далее. Если они посчитают, что эта пауза будет ей выгоднее, чем отсутствие паузы, ну, значит, Зеленский в любом случае будет... Многие отвечают, что не пойдет Зеленский, еще там что-то. Ему нужно использовать эту гипотетическую паузу для того, чтобы, ну, собственно, вскочить еще раз в этот вагон. Ну, все зависит от Путина. А что будет дальше в контексте? Опять-таки, зачем многие скажут, вот, Шелест, опять там придумайте себе тут вот эту паузу какие-то. Нет, пауза это очень нужна. Если речь идет о войне с Европейским Союзом, пауза на пользу России. Да, в таком случае, смотрите, если речь идет о затяжной проблеме, то чем хуже будет Украине, смотрите, чем хуже будет Украине, тем проще будет России вести свою политическую деятельность в рамках аргументации, почему нужно после выборов в России проводить мобилизацию и так далее. Если в Украине сменится власть, то продолжать СВО будет сильно сложнее, потому что, скорее всего, если придет другой человек, даже если он будет клиническим идиотом, предположим, далеким от гениальности в рамках управления, он все равно не будет поддерживать ту политику военных действий, которая присутствует сейчас. То есть абсолютно невыгодно, конечно, даже... Видите, и здесь мы, когда мы перестанем оценивать Украину через контекст России, у нас же проблема заключается в чем? Что мы не представляем Украину без России. Хотя мы ненавидим все время вот эту Россию, у нас с ней всегда вечно проблемы, но мы вообще не делаем ничего, не согласовывая позицию по этому поводу России. А можем мы как-нибудь заниматься там самоуправлением без учета там России? Но это же наше государство, давайте что-то с этим делать. Почему нам каждый раз нужно сверяться с тем, что происходит в России? Вот я не понимаю, почему так происходит. И причем это делают все. Смотрите, это делают власти, и это делают обычные граждане Украины. Вопрос, когда закончится доки, Россия, и опять начинается. Да, ребята, у нас же есть власть, почему они не могут договориться? В Иране ситуация реально, очевидно, неприятная, и даже те пытаются договориться, несмотря на постоянные обмены ударами, у них как будто бы идея о примирении, что ли, важнее, чем для нас, но у нас сильно больше людей умерло. И в таком случае происходит поляризация мнений. Понимаете, кто-то говорит о том, что нужно воевать, пока Россия не закончится. Но это же, как вы себе представляете, конец государства 140 миллионов. Это даже если 120 миллионов там будет. С любыми технологиями со стороны государства, в котором сколько сейчас там, 30-20 миллионов. Часть из которых уехала, и когда закончится война, еще уедет. У нас проблемы значительно серьезнее, чем просто сами по себе военные действия, Александр. Я еще раз хочу сделать акцент на том, что до тех пор, пока у нас не будет основным элементом управления наша внутренняя идеология, а идеология не может быть против чего-то, идеология может быть там, мы не можем строить свою жизнь вопреки чему-то. По такой логике у нас просто нет нашей персональной идеи. Пока у нас не сформируется наша персональная идея, шансов никаких. А у нас пока что персональной идеи нет, потому что вся суть существования в данном случае сейчас Украины упирается в то, что Россия должна перестать существовать. А что если, допустим, вот люди скажут, а нам все равно, что происходит с Россией, давайте улучшим качество жизни у нас здесь. Почему мы должны отдавать своих детей на войну? Вот знаете, аргумент тоже военных, это важно, кстати, Александр, аргумент военных. Многих, кто был добровольцем, никого насильно мобилизовали, а кто пошел по доброй воле. Это их инициатива, причем здесь вообще мы. Допустим, они говорят, мы сейчас должны воевать, чтобы не воевали наши дети. Так, Александр, когда начиналась полномасштабка, этим детям было по 16 лет. Сейчас им по 20, их мобилизируют силой, и они идут все равно воюют. Вопрос.
В чем смысл был? Какая была идея того, чтобы люди 4 года подряд к ряду умирали, чтобы потом не умирали наши дети? Если они умирают, значит, что-то где-то не работает. Значит, может, нужно что-то поменять. И как мы уже много раз говорили, что пока толстый похудеет, худой сдохнет, и у нас просто тупо нет потенциала. От того, что нам будут давать оружие, нас могут напичкать чем угодно, хоть ядерным оружием, понимаете? Но это не решает ситуацию по факту. По факту Украина существует как буферная зона сейчас. У нас нет ни экономики, ни технологий, имеется в виду технологии по развитию для обычных людей. Смотрите, от технологии дронов лучше жизнь в Украине не становится. У России становится хуже, но это не улучшает качество жизни у нас. Нищета моего соседа или его проблемы со спиной не улучшают качество жизни для меня. И у нас вся вот эта вот история крутится вокруг того, чтобы стало хуже другим, при том, что точно не рассматривается улучшение на территории Украины. Мне кажется, что это тупиковая ситуация. В психиатрии есть такое понятие, как расстройство личности. Расстройство личности – это устойчивый дисфункциональный паттерн, который выражается во всех сферах жизни. Он длительный, устойчивый, ригидный, не меняется. И вот есть один параметр для антисоциального расстройства личности. Антисоциальное расстройство личности, оно знаменуется игнорированием законов, склонностью к импульсивности, проявлению агрессии, манипулятивности, лживости и так далее. Так вот, один из показателей называется злобность или озлобленность. Это тенденция отнять у соперника 2 пальца, готовым быть пожертвовать своим одним пальцем. У меня плохая новость. У нас, у украинцев, пальцев сильно меньше, чем у России. Нам надо идти уже на какие-то договоренности. Проблема в том, захочет ли Россия сейчас идти на договоренности. Когда были предложения о договоренности, например, когда были стамбульские, то мы почему-то приняли решение воевать дальше, потому я откровенно не понимаю, какое будет развитие событий. Ну, смотрите, мы видим просто все больше и больше война. Вот это, ну, она вообще плевать на украинских детей, понимаете? Судьба этой войны решается не в контексте украинских детей от слова совсем. Чтоб они будут воевать, не будут воевать. Вон уже спокойно чиновники НАТО говорят о том, что вот Украина, это вот надо сохранить Украину, вы что, надо вот поддержать, они ее включают в систему безопасности НАТО, то есть, ну, это конкретно на заседаниях, на протоколах, то есть, если мы масштабируемся, это одна история, но если мы масштабируемся, мы вычеркиваем тогда Украину, то есть, понимаете, в чем дело? Мы сами себя вычеркнули, сами себя, в угоду, вот этим большим масштабом, большим масштабом интересов, понимаете? И вот в этом какая-то, определенная подлость, что ли. Подлость по отношению к тем людям, которые, куча же этих роликов там в интернете, когда там то он на руках носил ребенка, а теперь ребенок прибегает к нему к могиле, тому или иному парню украинскому, да, и мамочки лепят вот эти рилсы, выставляют в память о убитых на этой войне, в угоду каким-то вот этим геополитическим и большим вещам, понимаете. Мадяра сегодня наградили, Богдана Хмельницкого, по-моему, первой степени, в общем, но по поводу озлобленности, вот потрясающий момент, да, в соцсетях. Тут какой-то есть с ником «Восхищенный болгарин» пишет: «Мадяр, мы не закрыли выход, мост еще стоит, пусть уматывают через него, пусть, в общем, прут к себе за Урал». А ведь времени, да, отвечает ему другой пользователь, чтобы россиянам безопасно свалить из Крыма, остается все меньше и меньше. Сильное заявление. Да. Смотрите, кажется, то ли время много прошло с концерта группы «Антитела» в Симферополе, то ли Подоляк давно говорил про кофе в Ялте, то ли Буданов тоже там. Это просто, это же было уже. А вот такие обсуждения, в общем-то, проецируются. Но давайте просто вот мысленный эксперимент. Хорошо, россияне возьмут всем Крымом, встанут и уедут. Уедут, все. А что мы будем делать с Крымом?
Ну, во-первых, вы рассматриваете такой вариант, что россияне возьмут и уедут. А давайте представим, что если не уедут. Тут представим, что Украина военным путем сейчас, на данный момент, захватывает Крым. Вот так вот случилось. Она захватывает. Что они собираются там делать? Мне просто интересно, какой план действий дальше? Украинизация? Ну, это нереалистично. Это невозможно ни при каких условиях. Сажать людей в тюрьмы? Ну, дело в том, что крымчане это ж не какие-то там терпилы, которых можно просто взять, унизить и заставить. Они как бы немножко пожили там при других условиях, они понимают то, что они могут говорить на языке, на котором хотят. Это все равно, что донечан сейчас реально вернуть Донецк, Луганск и заставить их говорить на украинском языке. Причем, смотрите, в Донецке и в Луганске, вот у меня есть знакомая, ее там отец и дедушка, они очень проукраинские, но они никогда не перейдут на украинский язык. То есть они как бы, окей, Украина, да, они считают, что там Донецк, Украина, Луганск, Украина, но они говорят, но мы на украинский никогда в жизни не перейдем, мы в этом, говорит, не видим смысла, мы всю жизнь говорили на русском языке, говорит, язык вообще для нас не являлся никогда проблемой, мы об этом не размышляли даже. И что они будут делать с крымчанами? Вот если Крым украинский, вот они, что они делают? Разговаривать Крым на украинском не будет. Ни при каких условиях. Под давлением тем более. У крымчане, в принципе, это народ не особо там сговорчивый в этом вопросе. Они очень категоричны. И Автономная Республика Крым всегда поддерживала позицию. Мы сами разберемся, как нам тут говорить, чем нам заниматься, экономические вопросы. Мы тут все сами как бы порешаем. Второй вопрос. Если Крым – это Украина, ну, там украинцы, и они русскоговорящие, значит, они некачественные, или они качественные, но они не совсем украинцы, и тогда их нужно правильно украинизировать. Должна быть четкая политика по этому поводу. Третье. Что они будут делать, если они вернут Крым с учетом того, что у нас нет денег даже на те города, которые, на Киев. Но нету денег на Киев. Что делать с Крымом? Мы займемся их психическим здоровьем. Нет, это обязательно, конечно. Александр, как только мы узнаем, что это имеется в виду под психическим здоровьем, мы обязательно этим всем займемся. Там же крымчанам этого только не хватает. Я в другой раз, знаете, сижу и думаю, боже, как же в Крым нужно принести психическое здоровье и украинский язык. Очень сильно им не хватает. И вот поменяем просто армия мова віра на мова, психичное здоровье, армия, например, можно тоже веру там не особо надо, они сами разберутся. Потому все вот эти действия для меня, они, знаете, на что похожи? Какую метафору я наблюдаю? Вот когда уже идея, для чего это все делается, потеряна, необходимо играть в игру, где ты как будто бы понимаешь, что ты делаешь. Ты притворяешься, что ты делаешь то, что ты хотел. Хотя ты не способен дальше это делать. Люди просто имитируют заинтересованность в этих процессах. Они не могут ничего изменить, они просто имитируют заинтересованность. Что делать в таком случае гражданам, я не говорю там даже Крыма, что делать гражданам Украины? Но у меня создается ощущение, что украинцы просто находятся в заложниках. Они не могут не уехать. Вот эта новость, то, что с 27 года не будут принимать мобилизационного возраста мужчин. Ну, те, кто уже, я так понимаю, те, кто уже уехали, тем продолжат давать перманентную защиту. А новых не будут принимать. Так дай бог, чтобы через этот год, чтобы в 27 году еще кто-то остался, было бы неплохо, потому что мне кажется, что с таким подходом украинцев шансов пережить это просто немного. Мне кажется, что просто не останется мужчин. Выход из этого как найти? Закончить войну. Смотрите, причем, знаете, что самое интересное? Никто не об этом говорит. Вот понимаете, я почему так вот с горьким сарказмом это психическое здоровье? Не потому что я понимаю, что это очень важно, это ваш профиль, что вы психиатр, вы безусловно. Но когда у тебя уже 2000 гривен выходит бумажкой, а пенсионеру, который получает там, условно, там, что 2 бумажки получит, условно, пенсию, да, то есть, это же просто какой-то нонсенс, да, а тебе говорят, психическое здоровье, все в твоей голове, понимаете? Такое ощущение, что какая-то
какая-то такая практика набирать всех то по объявлению, то теперь каких-то из каких-то инфо-цыган, понимаете, все. То есть никто реально не понимает, как работает экономика, потому что ее нет, а ее как бы и не надо Украине. Деньги подкинут, дадут. Да, никто не понимает, как там цикл производства, что на что замыкается. Никто не понимает, как вообще управление. Ну, то есть его нет, понимаете? Никто не понимает в дипломатии. Как вырываться из этого порочного круга? Заканчивать войну. Смотрите, дело в том, что конец войны приводит к формирует импотентность в рамках власти, которая была ранее. Почему? Потому что раскрывается слишком много карт. И заканчивать эту войну необходимо точно. Как только война закончится, вне зависимости от того, кто поставит какого премьера, кто какие дроны там делал, чем он занимался, риторика поменяется. Конец войны. Смотрите, не смена президента приведет к концу войны. Конец войны приведет к смене президента. Немножко обратная связь. Потому что до тех пор, пока у нас будет продолжаться война, какая разница, какой будет президент, если он будет заинтересован в том, чтобы зарабатывать на этом, будет заинтересован в том, чтобы имитировать легитимность. О, мне жмут руку в Европе, я существую. Понимаете? То есть это не закончится. Сначала конец войны, и потом уже смена аппарата власти. Но я честно скажу, Александр, вот такой пессимистичный у меня взгляд, я не вижу этому конца, потому что пока что нет ни одной причины людям у власти на эту войну заканчивать. Но я не понимаю, зачем им заканчивать, если они могут просто продолжать зарабатывать, они могут себя чувствовать очень шикарно. Ну, знаете, тут же важно понимать, а что после. И я вижу, что люди не понимают, у них нет мотивации, зачем заканчивать. Понимаете? У кого нет мотивации? У властей или у людей реальных? Ну, вот понимаете, у всех, ну вот у всех. Нет, никто не говорит, тебе это нужно, чтобы. Потому что всем, раньше были там ряд спикеров у меня на канале, и вообще, что конец войны, ну, короче, будет хуже после войны. Ну, то есть, да, первый день мира, все ужаснутся и скажут, верните нам, пожалуйста, чтобы была война. То есть пугают первым днем мира всех, понимаете? Как при отмене наркотиков, Александр. Вы отменяете наркотики, и у вас начинается ломка. Страшно, больно, но вы перестаете быть наркоманом со временем. Потому тут нужно понять, либо вы хотите продолжать принимать опиум бесконечно, пока не сгниете заживо, раньше, сильно раньше, чем планировалось. Либо у вас будет болезненный период, конечно, после войны, это процесс адаптации, раскроются очень многие схемы, особенно если придет другая власть, которая будет более, там, скажем так, корректно сказать, более компетентная. Раскроется столько деталей, Александр, болезненных для психики людей, что это просто словами не передать. Да, первые дни, первые месяцы и даже, может быть, годы будет ужас, но лучше ужасный конец, чем ужас без конца. Ну, Другого я варианта не вижу. сегодня такая история. Сегодня Калиновка, Киевская область, хоронили вот этих двух братьев, Мгм. Ну, ужасная история, ко- ужасная. которых убили, да. А там немножко начали как бы резкость наводить, ну, жене нахамили, музыку слушали, на мотоциклах ездили, им сказали, извинись, там, от командира этой 155-й бригады, они не извинились, потом пригнали этих военных и их убили. А там немножко резкость навели, а кто они вообще такие? Отец их погиб на войне, на мине подорвался. А старший из них тоже вот недавно уволился. То есть это фактически разборки между ВСУшниками. А на самих похоронах вот этих двоих тоже много военных. Ну, вот этих побратимов. И у нас, получается, побратимы с побратимами устроили вот этот весь, ну, скажем так, вот эти разборки с умерщвлением и прикапыванием в лесу. Понимаете? Поэтому, когда вроде как имеют право те люди, которые говорят о том, что первый день мира будет хуже, да, чем вся война, когда смотришь вот на такие истории. Ну,
Знаете, Александр, я когда вот столкнулся с этой проблемой, с этим командованием, которое убило, э, по сути, ну, отдало преступный приказ, и люди вынуждены были подчиниться, потому что я допускаю, что если бы они не подчинились, у них бы тоже были проблемы. Не оправдываю их действия, это абсолютно конченые ублюдские поступки, античеловечные. Но когда у нас такое происходит, и человек не несет ответственности, насколько я знаю, этот командир бригады, он что, ушел в ЦЗЧ или что с ним там случилось? Ну, Ну, его по-моему, он... задержали, да, он ушел с СЗЧ, его задержали, он свою вину отрицает, ну, понятно. Да, и я не уверен, что он понесет наказание. Понимаете, в чем дело? Ну, вот это те военные, как бы моральный авторитет которых вы вот сегодня в программе говорили, вот военные говорят, там на военных, мол, плевать, военных вычеркнули. Ну, вот их вычеркнули, они там вот это вот кублятся, понимаете, и превращая там отдельные бригады, простите, в бандитские какие-то ОПГ. Группировки, да, и таких будет много. Но дело в том, что, Александр, сейчас это прозвучит как когнитивное искажение, которое называется «настоящий шотландец», что типа если это военный плохой, то это не настоящий военный. Но на самом деле это так. Это не, ну, смотрите, военный – это профессия, это не позиция, не статус, это профессия. Военным нет дела до вот таких вот конченных примитивных разборок. На самом деле военные занимаются совершенно другой деятельностью. Они занимаются войной. У них нет времени разбираться там с какими-то, кому-то бегать, мстить. У них свои задачи. Просто случилось в нашем обществе, случилась подмена понятий. У нас бандитов начали называть военными, а военных возвели в статус неприкосновенных. И получилось так, что бандиты стали неприкосновенны. А если уже бандиты стали неприкосновенны, то чем власть хуже? Почему власть не может быть неприкосновенной? Они тоже стали неприкосновенны. И у нас так и получается, что государство состоит в подавляющем большинстве своем из людей, совершающих преступления, и полностью поддерживаемых властью. Потому что власть тоже совершает преступления. Рука руку моет. Знаете, это как получается, они друг друга вынуждены защищать, потому что до тех пор, пока одни существуют, другие могут совершать безнаказанное преступление, и пока существует статус войны, можно бесконечно грабить. Но для того, чтобы статус войны продолжался, нужно, чтобы военные в эту игру играли дальше. И получается так, что они друг друга вынуждены поддерживать. Не будет этому никакого конца. Опять-таки, видите, какой-то депрессивный вывод, но вот я слушаю, там Мураев говорит. Гражданским. Нет, смотрите, кто гражданским может что-то предложить? Ну, у нас, э, понимаете, у нас вот это когнитивное искажение, вы правы. У нас такое ощущение, что, ну да, вот такая война слишком долго идет. У каждого есть или погибший, или воевавший, или отвоевавший уже, или... Но, смотрите, гражданских объективно больше, чем военных. да, Гражданских. Гражданские объективно, их жизнь важнее жизни военного. Это крамольная мысль, она звучит, но это, ну, подождите, это правда, потому ну, что количественно, да, 100%. не только количественно, военный погибает, чтобы гражданский жил. Вот истинное предназначение вообще военного. Да, Понимаете, в чем логично, дело? да. Гражданская жизнь важнее. Гражданские там порядки, уклады важнее. А гражданским никто ничего не предлагает. Так может это не военных вычеркивают, а издеваются над гражданскими, и их вычеркивают, их интересы. Дело в том, что чтобы вычеркнуть, вы правильно подметили эту деталь, но вот чтобы вычеркнуть гражданских, необходимо, чтобы военные были скомпрометированы. Понимаете, да? То есть схема рабочая. Она для них, она эффективна, она работает, и все понятно. Только есть нюанс. Вы правильно задали такой вопрос, типа, что делать гражданским? Но у них нет вариантов, нет альтернативы. Это один из немногих случаев, когда вы не можете ни на что повлиять. Закон не работает, людям дают срока просто за посты в интернете. Не работает правосудие в том смысле, что вас никто не может защитить. Вы всегда на втором месте, на первом месте всегда люди, которые близки к власти. Нету никаких перспектив по образовательной сфере. У нас образование сильно просело. Медицина, многие врачи уехали. Скажем так, все врачи, у которых я лечился, сейчас находятся за границей, там, в Польше или в Испании. Я, в принципе, лечусь у тех же людей, понимаете? То есть для меня ничего не поменялось. Для государства поменялось. И когда некоторые военные, вот такие, знаете, нарванные, которые не понимают ничего ни в экономике, ни в устройстве государства,
Они говорят, ну, и чемодан, вокзал, типа, Европа, ну и сваливайте. Но они не понимают, что вот сейчас он такой умный гений скажет, сваливайте, война закончится, а у нас не будет кому людей лечить, у нас не будет кому воспитывать детей, у нас не будет кому заниматься экономическими вопросами. Сейчас, Александр, просто сейчас это такая примитивная вещь, на секундочку, некому починить генератор. Некому починить генератор. Очередь к одному человеку, допустим, у которого есть бронь или который уже за 60 возраст, очереди колоссальные. Человек, ну, типа не работает, он пашет. А теперь представьте, что будет дальше. Дальше становится еще меньше. Сейчас невозможно нормально попасть на сервис. Ну, то есть на те услуги, которые оказывают непосредственно мужчины. Да, там, техники, сантехники, электрики и так далее. И мы приходим к какому выводу? Что у государства перспектива, связанная с улучшением качества жизни, она, ну, не то чтобы призрачная, она нереалистична. И вот вы говорите, что гражданские важнее. Да, хорошо. Я суть понял, что гражданские важнее просто по принципу призвания военного. Военного обеспечивать безопасность для гражданских. Но что делать, если гражданские стали врагами? Что делать, если ты, ну, как они называют, мирняк, если ты уже мирняк, и ты, ну, враг? То есть насколько хочется тогда поддерживать, помогать, там, даже донатить и так далее. Да, опять-таки я возвращаюсь к вопросу о том, что есть настоящие военные, не настоящие. Но как людям это отличить? Ну, вот как отличить? Как отличить настоящего психотерапевта от ненастоящего? Как отличить работающий препарат от неработающего? Как понять, это хороший военный или плохой? Точно так же, наверное, как понять, хороший русский или нет, правильно? Но опять-таки, кто дает эту рамку выбора? Люди, которые не заинтересованы в благополучии. Это просто власти. И пока не случится конец войны, поменять это будет тупо невозможно. А конец войны как будто бы не случится, пока не поменяется власть. И понимаете, это такое, как Уроборос. Спартак Суббота был моим собеседником сегодня. Спасибо за время и мысли. Спасибо, Александр и аудитория. Друзья, пишите в комментариях, с чем согласны, с чем не согласны. Выскажитесь. Добра и света, несмотря ни на что. Увидимся.